Всем привет из солнечного Оренбурга! Сегодняшний выпуск я буду снимать вот в этом вот замечательном особняке купцов Хусаиновых. Купцы Хусаиновы – это самый богатый купеческий род Оренбурга. Большое спасибо Сергею Чиркину из Барнаула, благодаря которому вы и увидите этот выпуск. А почему, я объясню в конце выпуска. Погнали! Спонсор выпуска – магазин Drum of Spirit. Товары для коллекционеров и дегустаторов. Сайт shop.drumofspirit.ru. Профессиональные дегустации в домашних условиях. Идея деления Шотландии на виски-регионы тянется с 1930-х годов. Тогда виски, авторитеты Шотландии предлагали делить эту местность на регионы по своим соображениям географическим, политическим, культурным и так далее. С 2009 года Scotch Whisky Ассоциация официально разделила Шотландию на 5 регионов, а точнее 3 региона: Speyside, Highland и Lowland, и 2 местности: Айла и Кэмпбеллтаун. Таким образом, островные регионы вошли в один регион Highland. Я считаю это несправедливо. Каждый остров заслуживает отдельного внимания, и каждый остров заслуживает того, чтобы быть отдельным виски-регионом, поскольку производители на этом острове всегда говорят о своей теруарности, пытаются получить свою идентичность, стараются использовать свой местный солод или местный торф. Таким образом, я и придумал вот такую вот серию выпусков «Виски-регионы острова». В этом выпуске я расскажу вам о еще одном виски-регионе. Это регион Isle of Lewis, а точнее Isle of Lewis и Harris. А винокурня на этом острове, который сегодня пойдет речь, это Эвенджарик. Поехали! Давайте переместимся с балкона в комнату, потому что здесь, во-первых, засвет на лицо, во-вторых, шумно, в-третьих, солнце, конечно, да, мешает съемке. Ну, если что, вот это вот Оренбургский политех. Как вы, наверное, обратили внимание, сегодня мы поговорим о регионе Isle of Lewis и Harris с бутылочкой Эвенджарик 10-летний. Итак, о винокурне. Винокурня открыта в 2008 году Марком Тайберном или Марко. Первый спирт был дистиллирован в августе 2008 года. Эвенджарик переводится с гельского как «Красная река». Ближайшая деревенька Карниш и ближайший крупный населенный пункт Уиг. Находятся они, как и винокурня, на западе острова Льюис. Уиг славится своими километрами красивейших песчаных, хотя и не самых привлекательных для купания, песчаных серебристых перламутровых пляжей. Самый крупный город Сторновый, и это административный центр всего региона Нах-Эллен-Шир. Это, по сути дела, все северо-западные гибридские острова. Остров Льюис, как и все гибридские острова, это безжизненные места. Это северо-запад Шотландии. Дальше на запад уже только Америка, не считая Исландии. Остров Льюис не имеет деревьев. Это безжизненные суровые места, холмистые, довольно суровым климатом, хотя и подверженным влиянию течения Гольфстрим. Остров Льюис, он же остров Льюис и Харрис, на самом деле представляет собой 2 острова, но на самом деле они не разделены между собой проливом, там не отделены друг от друга физически, географически, однако рельефно и культурно-исторически эти острова было принято или, может быть, жили с каждой своей жизнью и называют северную часть острова Льюис и Харрис Льюисом, а южную Харрисом. 75% населения гибридов говорит на гельском. Здесь, на острове Льюис, вы можете посетить интереснейшую реконструкцию шотландских поселений Горенин и 19 древнейших мегалитов, которые называются Каланиш. Они, в принципе, построены по аналогии с тем же самым Стоунхенджем. И это, к сожалению, реконструкция. Эти плиты, мегалиты были подняты и восстановлена вот эта вот круговая структура. Тут ткут твит под торговой маркой Harris Tweed Authority, которая защищена. Здесь большинство топонимов древнескандинавские. И здесь были найдены в начале 18 или 19 века древнескандинавские шахматы 12 века. Очень красивые, и прям вот хочется такой вот наборчик заполучить. Как вы видите, я приготовил 2 бокала. Один уже у меня дышит где-то полчаса. Чуть позже вы узнаете почему. Перейдем, наконец, к винокурне. Первые 2 бочки были произведены в 2010 году.
Это небольшие бочки, я не знаю, что-то вроде маленьких винных барриков. Значит, одна бочка поехала в Германию и была куплена импортером Alba Import и гонялась по фестивалям, по немецким фестивалям, там она и разошлась. Вторая бочка была куплена баром Скорлис в Глазго, и тот памятный момент, в принципе, даже зафиксирован в выпуске Ральфи 2010 года, уже 13 лет прошло, вот можете тоже посмотреть, в описании будет ссылочка. Кстати говоря, виски в изобилии, посмотрите, такой интересный фильм о гибридах, это фильм 1949 года, вообще про виски фильмов не так и много, но вот этот, наверное, тоже стоит посмотреть, если не видели. Далее, в 2011 году выходит их первый релиз, называется Spirit of Lewis. Он выходит в двух вариантах, 40% и 46%. Также, по-моему, вот буквально в то же время и миниатюры Spirit of Lewis попали ко мне в руки. По-моему, я их получил откуда-то. Я покупал виски у Алексея Солодова, и он мне две миниатюры подарил. Считают себя первыми, кто выпустил виски на внешних гибридских островах 1829 года, то есть 200 лет спустя, а в 829 году вообще был, в 24-м, по-моему, был принят нормативный акт о легализации вообще виски в Шотландии, то есть тогда же он и появился на гибридах официально, хотя он там наверняка и был до этого. Видимо, в 29 году вся эта индустрия на гибридах заглохла в связи с развитием индустрии спейсайда, по всей видимости, и самой легализации, как вы понимаете. Да, деревьев на острове нет, но перспективы есть. Сам Марко принял такое решение: на каждую залитую бочку он сажает саженец орегонской сосны, пихты Дугласа, либо дуба. На сегодняшний день на острове в округе Винокурни высажено уже более 200 деревьев. Вообще Марк серьезно думает о экологии, об углеродных следах и во всех этих современных делах. Винокурня открыта на месте бывшей лососевой фермы. Некоторые помещения до сих пор не переоборудованы. Как утверждается на сайте, первым ячменем, который был засеян, ячмень здесь исключительно местный, терруарная история. Первым сортом, как утверждается на сайте, был Golden Promise, хотя, как известно, как мне известно, этот сорт более и давненько уже не существует. Было засеяно в начале 10 акров, это чуть более 4 гектаров. Что интересно, в окрестностях Уига и на Льюисе в принципе не выращивался солод, а выращивался исключительно овес. Вот, собственно, Марко привнес эту затею, привнес индустрию выращивания солода на остров. Но с 2015 года стало понятно, что 4 гектаров недостаточно для производства виски Эвенджерик. И Марко заключил соглашение с фермой Мелбост и братьями Маккензи. И с 2015 года он закупает дополнительно ячмень у них. Дата розлива на бутылке не указана. Здесь бутылка, кстати, приобретена на винокурне. Волями, по всеми правдами и неправдами я ее получил. Вот даже есть вот такая круглая, красивая британская акцизка. Но, судя по всему, получается, исходя из текста на сайте, что здесь виски произведен из ячменя сорта Golden Promise, потому что здесь 10 лет. Если даже он был разлит в этом году или там в прошлом году, то это 2012 год как минимум дистилляции. А соответственно, это до того момента, как ребята начали пользоваться ячменем у братьев Маккензи. Значит, они использовали Golden Promise. Вообще, Марко очень серьезно относится к вот этой терруарности. И здесь он полностью убежден в том, что шотландский виски должен производиться из местного шотландского солода, потому что виски — это продукт земли, на которой растет ячмень. Это в первую очередь продукт земли. А сегодняшние производители шотландского виски, скотча, закупают солод и в Северной Европе, в том числе и в Южной Африке. Скотч, шотландский виски южноафриканского, так сказать, ростки которого взросли в Южной Африке. Ну, действительно, это как-то странно. Вот. В лучшем случае, если солод не местный, то он английский. В общем-то, Марк, не прямо, но косвенно осуждает шотландскую ассоциацию в том, что они позволяют на сегодняшний день использовать любой солод, но с другой стороны он понимает, что обеспечить полностью шотландским солодом
индустрию шотландского виски сегодня просто невозможно, она огромна. Второй компонент – вода. Вода берется из реки Эвен-Джарик, Красная река, так переводится название винокурни, которая протекает возле винокурни. Вода самое что ни на есть экологически чистая, потому что на берегах, в верховьях реки не стоит даже ни одного жилого дома, не говоря уже о каких-то производствах или еще чего-то там. Ну, может быть, выпас скота или какие-то местные животные могут влиять на реку, но это, наверное, уже такой вот экологический биоценоз, который ну, уж никак не может являться каким-то фактором-загрязнителем. Солод просушивается на местном торфе, благо здесь на острове Льюисе торфа в достатке. Это 1,5 метра местный слой. При этом слой здесь торф, естественно, морского происхождения. Это водоросли, это вереск, который также растет в достатке на острове. 2 деревянных, видимо, из сосны, из пихты Дугласа, из орегонской сосны, 2 деревянных заторных чана мэш-тан на 500 килограмм здесь используются, 2 ферментационных вошбека на 750 литров, 2 куба. Куб первой перегонки Wash Steel на 2112 литров, второй перегонки Spirit Steel на 2057 литров, всего 2 куба, первый и второй используются для производства виски. Форма кубов повторяют друг друга, просто смотрят в разные стороны. Это реконструкция медных кубов, которые использовались исконно на внешних гибридах для производства нелегального на то время производства виски. Очень необычная форма. Если основание более-менее как-то такое вот цилиндрическое и широкое, то верхняя часть, шлем, является таким странным конусом, который идет под углом, ну, приблизительно, наверное, 30 градусов. Видимо, я полагаю, что это для достижения большего рефлюкса, да, то есть когда пары, испаряющиеся пары идут не напрямую в конденсатор, да, не напрямую в лебединую шею, а проходят еще дополнительную стадию поворота, когда здесь вот на этой наклонной плоскости происходит, соответственно, возврат, обратный рефлюкс стекающих, конденсирующихся паров, и таким образом укрепление происходит и получение, опять же, более каких-то интересных ароматов и более чистых, да, веществ проходит, соответственно, на конденсацию. Что интересно, сама лебединая шея представляет собой очень тонкую трубу, которая изогнута, имеет излом посередине, и при этом я полагаю, что это чисто физическая вот необходимость, потому что дальше уже идет крыша, и, видимо, эту лебединую шею пришлось под углом обратно вниз направить. Это не какая-то, наверное, технологическая уловка там, или специальная там ноу-хау, которая улучшила как-то их спирты. Приближаемся к дегустации. Наливаю в свой бокал Glencairn Cut. Подарил себе на Новый год, расщедрился. Приобрести его можно в магазине Drum of Spirit. Производство ненадолго встало в районе 2022 года. Система охлаждения полетела, и марка пришлось заказывать там какую-то деталь. И надеюсь, в 2022 году, я так точно не знаю, но полагаю, что производство продолжилось. И хочется отметить тот момент, что марка и вообще служба, так скажем, поддержки и почтовый адрес, который указан на сайте, не отвечали мне. Писал, пытался узнать какие-то подробности, какие-то детали, интересные вопросы, но ничего. Говорю, ребята, ответьте, я же буду снимать выпуск. Наверное, этот выпуск будет пока единственным вообще о вашей винокурне, столь детально рассказывающий какие-то подробности. Ну да ладно, Марка, надеюсь, ты увидишь, и я, в общем-то, надеюсь, что все-таки мы пообщаемся, и, может быть, какой-нибудь заметки на Дзене мы более подробно как-нибудь раскроем остальные детали, почему такие кубы, как это влияет, может быть, ты расскажешь. Первая десятка вышла в 2018 году, не так давно. В общем-то, она была в круглой бутылке, сейчас вот она в квадратной бутылке. Она должна была прийти ко мне в синей коробочке, с такой красивой буквой X, видимо, говорящей о том, что это десятка. Но коробки не пришло, мне пришла бутылка. Мне почему-то часто приходят бутылки без коробок и без труб. Видимо, потому что я их не люблю. Хотел бы дополнительно обратить ваше внимание на логотип винокурни. Это кельтская вязь в виде треугольника, да, по аналогии с Highland Park. Я имею в виду, что кельтская вязь — это также фирменный стиль Highland Park Distillery, а также их такой вот классический, ну, на логотипе изображен классический кельтский меч с необычным эфесом, где гарда, видите, она смотрит немножечко вот под углом вниз. Давайте приступим к дегустации. Нос. Конечно же, нос, вообще говоря, когда впервые я попробовал этот виски, в принципе, он мне понравился.
Где-то лет 6 спустя на запрещенной там одной в соцсети писали ребята какие-то просто уничтожающие статьи о том, что это просто какая-то гадость. Тимофей Прокопов был в первых рядах. Я ответил: ребята, мне понравилось, это меня закидали тухлыми помидорами. И поэтому вот я решил дождаться десятки, и наконец появилась десятка, наконец я снимаю обзор. С тех времен я заострил свое внимание на том, что этот виски полон офф-нот, так скажем. И первое, что я сделал, слушая на нос, я стал прислушиваться именно к отрицательным нотам. Ну вот такая вот предвзятость уже была у меня. Да, они есть, но это такая, знаете, почти другая грань, они довольно аккуратные и, так скажем, слегка чувствуется дух кемли, такое вот старое машинное масло, солидол и, может быть, облепиховое масло, люголь, вот такие вот ноты вот странные, вот какие-то прогорклого чего-то такого непонятного, но это совсем слегка, то есть чувствуется не классический аромат скотча, я бы сказал в слепой дегустации, что это не скотч, вот, но я уже сказал, что это не самая яркая нота в этом виске, в аромате. Перейдем к приятным новостям. Это, в первую очередь, хочется отметить свежесть. Я бы даже сказал, что это такая морозная свежесть ментола, как говорят в рекламе стирального порошка. Далее отчетливо слышны яблочный мармелад и лимонная долька, может быть даже яблочный зефир. Очень легкая такая вот тропическая поволока. Есть небольшая фенольность, которая чувствуется, знаете, действительно ассоциации возникают с курящимся вереском. О тропической поволоке она действительно есть и, похоже, могла бы замечательно развиться, если этот виски продолжать выдерживать в бочке. С годами она, наверное, бы развилась. Нота тропических фруктов то появляется, то исчезает, то угасает. И она очень напоминает возрастные релизы Glenfiddich, кстати говоря. Танины. Есть и есть легкая парфюмерная нотка. Как бы вы ни говорили, как бы вы ни критиковали сейчас меня, те, кто пробовал Evangelic, аромат достаточно глубокий, комплексный, но раз от раза дает какие-то сбои. То чувствуется масло, то чувствуются тропические фрукты. Подход один такой, следующий подход совершенно другие впечатления. На воздухе начинает проваливаться, и поэтому я налил его вот заранее. Да. Потеря интенсивности очень сильная, просто мощнейшая. Если здесь играют сейчас фрукты, здесь практически нет масла, то здесь слабая интенсивность, остался вереск, масло все исчезло. Оно, кстати, и в кемле довольно, с аэрацией исчезает, как говорят в виске, кемля требует проветривания. О кемле можете посмотреть выпуск здесь. Здесь остался чистый вереск и немного фруктов. Общая интенсивность свежего виски, налитого только что в бокал, составляет 7 из 10. При этом проветривание, как вы видите, не требует. Жгучие специи – это первое, что набрасывается на мои рецепторы. Сложно определить что-то сразу, потому что специи и жгучесть сразу же вот просто затмевает. Это не молодость, это специи. Маслянистый, очень перечный, много соли, много дымного вереска, жженого вереска. Сладость есть, но ее основа и ее происхождение не совсем ясны. Отнесем все-таки ее к фруктовой. Чувствуется, уверенно чувствуется, но не навязчиво вот эти вот тона какого-то там облепихового масла там, или люголя, машинного масла, если хотите, прогорклого масла, если хотите. Очень трудно разбирать этот вкус. Многие ноты мне вообще непонятны, я не знаю, к чему их отнести. Но все-таки склоняюсь к тому, что превалирующая, доминанта этого виски — это жженый вереск. И, пожалуй, он, наверное, знаете, вот если солод окуривался вот этим торфом, который содержал вереск и там, прочие водоросли, то это какое-то неправильное копчение, знаете, как вот не профессионал, вообще человек, который впервые взялся коптить рыбу, насыпал там каких-то опилок в коптильню, зажег их, они задымили, он закоптил свою рыбу, открывает, а есть ее невозможно, она горькущая, там она какая-то стрёмная и сразу выбрасывает в мусорку. Также здесь такое ощущение, что здесь как-то слишком напрямую, что ли, курили этот солод, и
какие-то гадости тоже вот в него попадали, и не попало то, что нужно. Точнее, попало то, что нужно, но попало много чего не нужно. Если вы хотите спросить, что за такой вереск, ну, считайте, что это просто такая вот, ну, сено там какое-нибудь, да, прессованное влажное сено, которое начали жечь. Вот, что-то вроде такого. Ну или какой-нибудь наш российский торф, может быть, жгли и вот им окуривали солод. Давайте еще разок. Аромат отличный, а вот вкус, кстати, сливочность в аромате, а вот вкус моментально меняет впечатление. Совсем другой. И, наверное, это тот случай, когда баланс, когда четко и ясно видно, что за баланс здесь нужно ставить очень мало. Очень нужно наказывать фактически за баланс. Баланс здесь на 14 баллов. Если аромат на 22, то баланс на 14. Вот такая примерно ситуация. Насыщенность мощная, 10 из 10. Сладость 6 из 10. Значит, вереск, масло, специи и, в принципе, мощная насыщенность, немножечко фруктов. Вот такой примерно вкус. В принципе, вкус тоже непростой. Он такой заслуживает своего внимания, заслуживает, чтобы его поразгадывали. Давайте подышавший попробуем. Подышавший стал более маслянист. Не стал менее противен, не рассыпался, держится. Ну, вот здесь минут 40 где-то он в бокале стоит. Интересно. Фрукты потерял. Больше вереска стало, больше масла. Стал более маслянист. Послевкусие. Сухое, достаточно сухое. Я бы даже подумал, что оно какое-то винное. Древесное. Есть танины, есть дерево. Чувствуется бочка, хорошо чувствуется горчинка этих танинов. Сушеный миндаль и, наверное, сливовое семечко, сушеное сливовое семечко, вот с такой вот ее кислинкой, что ли, и вот такой вот горько-кислой такой вот вкусовой палитрой. Плюс вот эти вот какие-то танины этой косточки, да, когда ты ее разжевываешь, потом долго, не смываемое послевкусие, даже водой запиваешь, не можешь избавиться от этого вот этого кислого ощущения на задних стенках полости рта. Оценка 71. Выводы. Ну, столь маленькое производство, наверное, не в состоянии и не может дать постоянство качества. Каждый новый розлив – это всегда загадка, это всегда неизвестный результат на выходе. Каждая новая бочка будет давать свой вкус. Бочек не так много, соответственно, держать постоянство качества винокурня не может. И, соответственно, мы не увидим каких-то релизов там по типу Glenfiddich 12, который каждый год выходит и, собственно, выглядит на вкус и ароматику совершенно одинаково. Нет, здесь всегда там следующая десятка наверняка будет другой, хотя, может быть, и будет той же упаковки, да, и мы постоянно будем чувствовать что-то иное и совершенно не то, что чувствовали до этого. Отлично, может быть, это и хорошо. Кстати, объем производства 20 тысяч литров. И, кстати говоря, на острове не только винокурня Эвенджерик находится, но и винокурня Харрис открылась, хотя, в принципе, можно сказать, на другом острове, но территория-то одна. Винокурня Харрис Дистиллери открыта в 2015 году, и тут она, и это радикально другого типа винокурня, она патронируется там королем, она патронируется там, ну, то есть полностью какие-то там, не помню, кто там владелец, но суть в том, что она очень хорошие инвестиции получила, и объем производство там 230 тысяч литров. Сейчас они производят джин. Марка так думает, вот как судьба-то злодейка, да, распорядилась. Я тут мешаю свои чаны лопатой, окуриваю тут в корыте солото. У них там многомиллионные инвестиции, все красиво, нарядно, молодежно. Так вот, сказать, что Эвенджерик это плохой виски нельзя. Великолепный аромат, прекрасные бочки. Мне очень понравился аромат, но разбили все мои мечты, вкус и послевкусие. Это, конечно, не есть гуд. Хотя, в принципе, это не катастрофический вкус, но столь радикальное отличие вкуса и аромата, естественно, повлияло на оценку баланса, и баланс, соответственно, повлиял на общую оценку. 71 это маловато, конечно, можно было бы и больше. На виски базе там, по-моему, 82 оценка или 81. Говорить о том, что этот виски имеет свой собственный стиль, нужно и можно, потому что здесь однозначно своя теруарная история, своя вот технологическая история, и этот профиль, сигнатурность, оригинальность этого, идентичность этого виски всегда будет прослеживаться в любом их релизе. Ассоциации с виски Стаунинг, потому что они также используют вересковую историю в производстве, очень похожие параллели прослеживаются с этим виски. Кемлю, естественно, вспомнили, но вспомнили и выдержанные Гленфиддики.
Впрочем, их фирменный почерк, чем-то похожий на Кемлю, вряд ли будет легко скрыть, да, то есть и судя по полученной статистике, полученной мной статистике дегустации релизов разных производителей, нужно, наверное, работать над оборудованием, потому что оборудование слишком маленькое для того, чтобы, ну и над технологическими картами. Потому что здесь нужны, наверное, нормальные все-таки кубы, нужно нормальное заторное оборудование большое и как-то нужно, видимо, с окуриванием, с просушкой тоже решать вопрос, потому что что-то здесь, мне кажется, не очень правильно настроено и слишком вот это вот маленькие вот эти вот какие-то ванночки, которые там из печи снизу сразу просушиваются, наверное, здесь что-то не так. Большое спасибо Сергею Чиркину, который предоставил вам возможность увидеть этот выпуск, потому что именно благодаря моему долгу, там я ему кое-что должен был, и пришлось возвращать выпуском, он сделал свой заказ и сказал, чтобы я следующий выпуск про виски региона острова снимал про остров Льюис. Собственно говоря, вот поэтому так долго все затянулось, и только сейчас я снял на Эвенджерик этот выпуск. Сергей, спасибо тебе, что стимулировал меня к этому выпуску. Всем спасибо, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Ну, а кстати говоря, если вы не комментируете, то я обратил бы ваше внимание вот на этот момент. Почему не комментируешь именно ты? Напиши в комментариях. Пока.